Всем привет! Сегодня готовлю вафли на закваске и делюсь с вами рецептом. Эти вафли имеют очень приятный хлебный вкус. Мне лично они напоминают такие блинчики, которые макнули в топленое масло. Очень вкусные, очень ароматные. Все ингредиенты для вафель вы сейчас видите на экране. Я также их напишу их в описании под видео. И давайте готовить. Готовить вафли я сегодня буду на закваске, которую я вывела по рецепту без выбрасывания. Если вы хотите вывести такую же закваску, я оставлю ссылочку в описании, у меня есть видео. Эта закваска очень активная, она даже в холодильнике у меня поднимается в 2 раза. У меня сейчас 3 дня, а вафли я планирую печь где-то вечером, часов в 8-9. Поэтому я закваску свою достала заранее, сейчас я ее немного подкормлю и оставлю при комнатной температуре подниматься до вечера. Если я пеку на закваске раз в неделю или реже, то закваску я обычно достаю с вечера и кормлю раза 2-3 перед тем, как делать тесто. Однако я недавно пекла, и закваска у меня еще очень активная, поэтому я покормлю ее всего 1 раз перед тем, как делать вафли. По рецепту для вафель нам понадобится 100 грамм закваски. В этой банке сейчас я уже знаю, что у меня немного больше, поэтому, чтобы закваска не накапливалась, я ее кормлю небольшими порциями. Ложка столовая муки и ложка столовая воды. Если нужно, чуть больше добавляю воды для того, чтобы довести закваску до нужной мне консистенции. Сейчас у меня уже вечер, 8 часов вечера. Посмотрите, как хорошо поднялась закваска. Она поднялась ровно в 2 раза. Очень воздушная, вся в пузырях и хорошо пахнет. Для самого теста нам понадобится 460 мл теплого молока комнатной температуры. Поставлю чашку сразу на весы, так мне будет удобно отмерить закваску. Для рецепта нам здесь понадобится 100 грамм закваски на пике. Что значит закваска на пике? На пике это значит, что закваска подкормлена, она поднялась в 2-3 раза, она активна, вся в пузырях и в жидкости она не тонет. Она должна плавать вот таким облачком на поверхности. Перемешиваем закваску с молоком. Также в тесто нам понадобится 2 яйца. Яйца тоже должны быть комнатной температуры. Сюда же вливаем растопленное и охлажденное сливочное масло. Здесь у меня 90 грамм. Все снова хорошо перемешиваем. Теперь добавим 2 чайные ложки сахара, 1 чайную ложку соли и половинку чайной ложки соды. Комбинация соды и закваски в этом тесте нужна для того, чтобы достичь максимального подъема вафель. Также сода и закваска по-своему влияют на текстуру вафель. И также сода здесь нужна для того, чтобы достичь более хрустящую поверхность вафель. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты просто венчиком, взбивать здесь ничего не нужно. Добавляем теперь всю муку, здесь у меня 250 грамм, просеивать ее не нужно. Снова все хорошенечко перемешиваем. В итоге должно получиться вот такое очень жидкое, гладкое тесто, похожее на тесто на блины. Накрываем тесто крышкой и даем ему отдохнуть минут 30. Поверхность всего теста через 30 минут должна быть покрыта такими мелкими пузырьками. Мне кажется, вот здесь вот их видно. Такие небольшие пузырьки на всей поверхности. Включаю вафельницу для нагрева, режим у меня средний. Вафельница хорошо нагрелась, я свою вафельницу никогда ничем не смазываю, если только я не делаю какие-то овощные вафли. Обычные вафли, которые содержат в себе либо растительное, либо сливочное масло, у меня никогда не прилипают. Если вы знаете, что ваша вафельница прилипает, то смажьте ее на всякий случай растительным маслом. У меня на каждую вафлю уходит примерно полстакана теста. Тесто по-прежнему очень жидкое. Из этого объема теста у меня получается примерно 11-12 вафель. Эти вафли на закваске выглядят очень хорошо, хорошо держат форму, и их очень легко можно снять с вафельницы. Посмотрите, как они сами практически выскакивают. Повторяем весь процесс с оставшимся тестом. У этих вафель на закваске получается очень интересный вкус и очень интересная текстура. Они немножко такие тягучие, как хлеб, но при этом очень мягкие и воздушные. По вкусу у них тоже есть такой немного хлебный привкус, или, как я уже сказала, мне они напоминают блины, которые макнули в топленое сливочное масло. Эти вафли очень хорошо держат форму, получаются красивые, аккуратные. У них сверху легкая хрустящая корочка, а внутри очень приятный, воздушный, но при этом тягучий мякиш. Эти вафли очень хорошо себя ведут в тостере, хорошо сохраняются 2-3 дня. Их также можно заморозить в морозильнике и потом просто доставать и разогревать тоже в тостере. У меня на канале накопилась уже достаточно большая подборка вафель. Если вам интересно, то вы можете найти в разделе «Вафли», а также ссылочки я оставлю в описании под видео.
Как всегда, на все вопросы я отвечаю в комментариях под видео. Если вы захотите поделиться фотографиями, у меня есть телеграм-канал для этого. Ссылочки также будут все в описании.